Саванна дышала раскаленным густым зноем. Сезон засухи затянулся на долгие месяцы. Земля растрескалась на миллионы твердых, как камень, черепков, а редкие акации стояли безмолвными часовыми посреди выжженного золота трав. В такие времена жизнь превращается в непрерывный поиск влаги, и каждое движение подчинено единственному инстинкту — выжить. Она вела своего детеныша вперед, повинуясь древней памяти предков. Огромная слониха, чья серая морщинистая кожа хранила следы десятков засушливых сезонов, знала, где-то здесь, в низине пересохшего русла, еще должна оставаться вода. Позади нее семенил слоненок. Он появился на свет совсем недавно и пока еще познавал окружающий мир, доверчиво касаясь хоботом маминого бока при каждом шорохе сухой травы. Для него мама была целой вселенной, источником прохладной тени, надежной защиты и бесконечной нежности. Впереди показалось понижение рельефа. Серая, влажная на вид корка земли манила обманчивым обещанием прохлады. Но засуха коварна. Под тонким слоем спекшегося ила скрывалась бездонная вязкая трясина, ловушка из жирной тяжелой глины. Слониха сделала осторожный шаг. Земля под ее массивной ногой предательски просела. Прежде чем она успела отпрянуть назад, вторая нога погрузилась в чавкающую жижу. Пытаясь удержать равновесие, многотонная великанша качнулась, и в этот же миг болотный ил сомкнулся вокруг ее конечностей, словно цепкие тиски. Испуганный слоненок, не понимая опасности, бросился к матери, чтобы прижаться к ней, и мгновенно провалился следом, оказавшись по самую грудь в липкой грязи. Началась отчаянная борьба. Чем сильнее слониха пыталась вытолкнуть свое тело наружу, тем глубже она увязала. Мышцы вздувались под толстой кожей, из груди вырывался хриплый, полный боли и ужаса рев, эхом разносившийся над пустынной равниной. Но глина не отпускала. Она засасывала неумолимо, медленно и беспощадно. Через несколько часов бесконечных попыток мать погрузилась в трясину по самые плечи. Ее силы иссякли. Тяжелое тело лежало на боку, наполовину погребенное в серой жиже, неспособное сделать даже малейшего движения. Рядом, вжавшись в ее бок, барахтался малыш. Единственное, что еще могла сделать мать, это поднять хобот. Обессиленная, она бережно обвела им маленькую голову детеныша, закрывая его от палящего полуденного солнца и успокаивая тихим, гортанным урчанием. Этот жест был полон безграничной материнской любви. Сама, погибая в грязевом плену, она думала лишь о том, как уберечь свое дитя. Время шло. Солнце поднималось к зениту, безжалостно высушивая грязь на спинах пленников, превращая ее в тяжелый панцирь. В небе появились первые черные точки, грифы, почуявшие скорую добычу. Шансов выжить самостоятельно у них не оставалось. Обезвоживание, перегрев и чудовищное давление трясины убили бы обоих в течение суток. Но этот отчаянный зов матери услышали не только падальщики. Вдали послышался глухой рокот моторов. На гребне песчаного холма показались силуэты внедорожников и группа спасателей. Весть о попавшей в беду слоновьей семье уже разнеслась по округе, и на край обрыва начали стекаться местные жители, с замиранием сердца наблюдавшие за разворачивающейся драмой. Когда люди подошли к краю трясины, перед ними предстала душераздирающая картина. Мать лежала неподвижно, лишь ее глаза следили за каждым шагом приближающихся спасателей. Как только человек делал шаг в сторону ее малыша, измученная великанша находила в себе последние крохи сил. Она грозно поднимала хобот, осыпала людей брызгами грязи и предупреждающе трубила. Она была готова защищать своего ребенка до последнего вздоха, даже не понимая, что пришедшие люди — ее единственное спасение. Командир спасательной группы оценил обстановку.
Подобраться к детенышу, пока мать была настороже, было смертельно опасно, как для людей, так и для самих животных. В слепом порыве ярости слониха могла случайно раздавить малыша. Решение нужно было принимать мгновенно. Спасатели приготовили седативный препарат. Ветеринар точно и осторожно ввел успокоительное в массивное плечо великанши. Спустя несколько минут веки слонихи отяжелели. Напряжение в ее теле спало, и ее голова мягко опустилась на влажную землю. Она уснула глубоким сном. «Скорее, пока действует препарат», — скомандовал руководитель операции. Спасатели бросились в ил. Ноги увязали выше колен, каждый шаг давался с невероятным трудом. Первой задачей было извлечь слоненка. Вокруг его маленького тельца бережно обвязали широкие прочные стропы. Несколько крепких мужчин ухватились за концы лент, уперлись ногами в более твердый грунт на краю ямы и дружно потянули. С громким чавканьем трясина нехотя выпустила малыша. Его вытащили на относительно сухую поверхность, казалось, самое простое позади. Но как только слоненок почувствовал под ногами опору, он даже не подумал спасаться бегством. Он развернулся и, спотыкаясь, истошно крича с яростным упрямством, бросился обратно в яму, прямо к спящей матери. Малыш плюхнулся в ту же самую грязь, забился к ней под бок и начал яростно толкать ее своим маленьким лбом, пытаясь разбудить. Он наотрез отказывался покидать ее. Люди снова бросились вперед, снова накинули стропы, снова, сбивая дыхание и скользя по глине, вытянули детеныша наружу. Но стоило отпустить ремни, как сцена повторилась с поразительной точностью. Малыш с визгом рванулся в объятия грязевого плена, готовый погибнуть рядом с матерью, но не оставить ее одну. В глазах спасателей читались одновременно восхищение и глубокая тревога. Преданность этого крошечного существа потрясала, но времени оставалось катастрофически мало. Действие наркоза у матери было ограничено, а слоненок рисковал окончательно выбиться из сил и захлебнуться жижей. «Придется усыпить и малыша», — с тяжелым вздохом произнес ветеринар. «Иначе мы не сможем вытащить мать, а он просто убьет себя». Тонкая игла коснулась кожи слоненка. Вскоре его сопротивление угасло, и маленькое тельце, бережно подхваченное сильными руками спасателей, было перенесено на безопасный сухой берег в тень навеса. Теперь начиналась самая тяжелая, почти невозможная часть операции. Взрослая слониха весила несколько тонн. Она буквально вросла в плотную глину, которая создавала колоссальный эффект вакуума. Спасатели, вооружившись лопатами и голыми руками, полезли в самое пекло. Они буквально ползали на коленях вокруг спящего гиганта, выгребая тонны липкой жижи из-под ее живота и ног, сантиметр за сантиметром прокладывая путь для широких буксировочных строп. Грязь забивалась под ногти, разъедала кожу. Палящее солнце нещадно жгло спины, но никто не останавливался. Это была настоящая битва со временем и стихией. Наконец, толстые грузовые ремни удалось пропустить под мощным телом слонихи и надежно зафиксировать. Концы тросов закрепили на фаркопе тяжелого трактора, а сам трактор жесткой сцепкой соединили с двумя полноприводными грузовиками. На краю обрыва замерли десятки зрителей. Тишину разорвал оглушительный рев дизельных двигателей. Колеса машин взрывали сухую землю, тросы натянулись как струны, звеня от запредельного напряжения. Спасатели в яме придерживали голову и хобот слонихи, чтобы она не наглоталась грязи. Тягачи взревели на пределе мощности, из выхлопных труб повалил черный дым. Трясина сопротивлялась с неистовой силой, издавая утробные хлюпающие звуки. На соединенная мощь 3 машин и десятков человеческих сердец оказалась сильнее. С громким глухим звуком вакуум был разорван. Огромное серое тело медленно, дюйм за дюймом, поползло вверх по склону, пока окончательно не оказалось на твердой спасительной земле. Над саванной раздался громкий вздох облегчения,
перешедшие в аплодисменты. Но расслабляться было рано. Оба гиганта, большой и маленький, лежали на траве без движения, покрытые толстой коркой серого ила. Наступил решающий момент — вернуть их к жизни. Ветеринары быстро сняли все стропы и очистили дыхательные пути животных. Первым антидот получил слоненок. Прошло всего пара минут, и его длинные ресницы дрогнули. Малыш глубоко вздохнул, замотал головой, отряхиваясь от остатков сна, и неуклюже вскочил на ноги. Он не стал оглядываться по сторонам, он не обратил внимания на стоящих вокруг людей и технику. Его взгляд сразу же нашел неподвижно лежащую мать. Слоненок подбежал к ней вплотную. Он начал ласково и тревожно гладить ее хоботом по щеке, трогать ее уши, негромко повизгивать, словно умоляя: «Мама, вставай, мы свободны! Мама, проснись!» Он ходил вокруг ее головы, тыкался влажным хоботом в ее закрытые глаза, ни на секунду не отходя ни на шаг. Это зрелище тронуло до глубины души даже самых суровых егерей. Тем временем препарат-нейтрализатор ввели и слонихе. Сначала по ее огромному телу пробежала легкая дрожь, затем ее ухо шевельнулось, отгоняя назойливую муху. Малыш почувствовал это движение и радостно затрубил, еще сильнее прижимаясь к материнской морде. Слониха медленно открыла глаза. Увидев перед собой живого невредимого детеныша, она издала тихий, глубокий грудной звук, полный бесконечного облегчения. Опираясь на передние ноги, напрягая все оставшиеся силы, гигантская мать поднялась с колен. Земля под ее поступью вновь обрела былую твердость. Она не стала проявлять агрессию. Словно понимая, что только что произошло нечто невероятное, она на мгновение замерла, окинув долгим взглядом стоявших поодаль уставших, покрытых грязью с ног до головы людей. Затем слониха обвела хоботом спину своего малыша, нежно подтолкнула его вперед и неспешным, размеренным шагом направилась прочь от проклятого места. Они шли рядом, огромная серая скала и ее маленькая тень. Слоненок то и дело игриво забегал чуть вперед и снова прижимался к материнскому боку. Впереди простиралась бескрайняя зеленая саванна, где жизнь, отвоеванная у самой смерти, благодаря человеческому состраданию и непоколебимой любви маленького сердца, продолжала свой вечный путь.